Срочно! BitBoy Crypto объясняет ситуацию. Итак, в истории с увольнением BitBoy Crypto из собственной компании новый поворот. Теперь у нас есть ответ самого BitBoy Crypto. Он записал голосовое сообщение в Telegram, в котором изложил свою версию событий. И это на самом деле какое-то безумие. Предположительно, мы говорим о вранье, об обмане, о событиях уровня Игры престолов. С вами Криптору, канал крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И мы перевели для вас видео с канала Криптофактор. Автор рассказывает о сенсационном заявлении BitBoy Crypto. Он комментирует сложившуюся ситуацию. Итак, у меня есть аудио, у меня в распоряжении есть голосовое сообщение Бена Армстронга, BitBoy Crypto. В нем он сам рассказывает свою версию событий. Я считаю, что справедливо выслушать обе стороны конфликта, если вы хотите разобраться в том, что же все-таки произошло. Кстати, вы знаете про мою честность и прямоту. В общем, чтобы вы знали, откуда я получил аудио. Я вырезал его из ролика на канале Ivan on Tech. Я вырезал его комментарии, потому что мне было лень. Посмотрите этот ролик и узнаете, что BitBoy говорит. Бен Армстронг говорит: потому что мы не знаем, что происходит с брендом BitBoy. Он еще или уже нет, но послушайте, что он говорит, не прерываясь. А затем посмотрите ролик Ivan on Tech, чтобы узнать его мысли. Также по ссылке внизу доступна запись трансляции, в которой я говорил о том, что случилось с BitBoy Crypto. Я там немного эмоционален, но если вы не видели прямую трансляцию, то посмотрите. Я там открываю секрет. И это не кликбейт, это большой секрет. Про него никто, кроме меня и Бена, не знал, если только Бен не сказал кому-то еще. А я его открыл. Так что оставлю ссылку внизу, а также другой ролик. Приступаем. Это не то, о чем они говорили за спиной. Суть в том, что в конечном счете все будет хорошо. И мы используем это в хороших целях. Как я уже сказал, это будет очень хорошо для проекта, очень оптимистично. После того, как все закончится, я получу много пиара, по большей части позитивного. Я просто хочу сказать одну вещь. Я получил столько сообщений и звонков от людей, что не могу на них все ответить и всем написать. Но знаете, я все их видел. Я ценю поддержку BitSquad. Я благодарен своим друзьям. У меня много друзей. Теперь я это вижу. Также вижу, что много людей из-за этого станут врагами. Знаете, что будет, то будет. Но я обещаю вам, ребята, просто держитесь со мной. Я ценю всю поддержку. Это почти все, что мне есть сказать сейчас. Но знаете, что я здесь, я никуда не ухожу. Просто залег на дно. Так я вынужден сейчас действовать. Следы обмана были видны уже очень давно. Я начинаю раскрывать все больше и больше и больше. Когда время придет, я расскажу обо всем. Но таков был план. Он начал действовать несколько месяцев назад. Может, несколько лет назад, если посмотреть на предыдущие поступки, на то, что было сделано. Меня убрали из всех торговых марок. Меня убрали из списка владельцев здания. Меня убрали много откуда, не говоря мне. И это продолжалось годами. Не месяцами, годами. Это был план, который начал действовать. И знаете что? Я говорю удачи им. В конце концов, если я не смог вернуть свою компанию, я просто создам новую с нуля и перерасту их за 2 месяца. Это даже не под вопросом. Сейчас идет очень кровавая заруба. Я просто хочу сказать, что благодарен вам, ребята. И это все, что я сейчас могу сказать. Да, и еще одна вещь. Буквально на пару секунд. Я вижу, как люди в комментариях пишут про ответы на обвинения. Люди, я не сорвался. Я не срывался, это ложь. Вот что они сделали. Джастин Уильямс и Ти Джей придумали эту историю, потому что я принимаю таблетки для похудения. Я принимаю фентермин. Все могут про него почитать. Все это знают. Моя жена знает, Кэсси знает, все знают. Фентермин – это лекарство для похудения. Мне его прописали в клинике по похудению. Это одна из причин того, что я сбросил столько веса и держу его. А они, Джастин и Ти Джей, ставили мне это в вину. Они зашли слишком далеко. Обвиняют не в том, что я принимаю без рецепта, а просто, что принимаю фентермин. Они пытались подловить меня несколько раз за последние недели. Спрашивали: «Ты что-то еще принимаешь?» А я им: «Нет». Это лекарство для похудения. Да, я вел себя странно. Ребят, если вы видели мое странное поведение на канале, то это потому, что я принимал эти таблетки для похудения. И все про это знают. Это не секрет.
И вот что они пытаются сделать. Они хотят представить все так, будто я сорвался. Еще обвиняли меня в том, что я употреблял кокаин и другие наркотики. И это неправда. Ребят, вы видели меня на этом канале. Да, бывают такие дни, когда я, возможно, не досыпал из-за употребления фентермина. У меня есть на него рецепт. И вот к чему это привело. Джастин Уильямс. Вот почему они не говорят вам о том, что происходит. Они не говорят, потому что они врут. Потому что не говоря. Давайте расскажу про Ти-Джея. Часть замысла Ти-Джея. Давайте сделаем свободные контракты, чтобы легко их расторгнуть. Все, что он делал, это пытался отобрать у меня все дела. Они любят неопределенность. Они любят жить в неопределенности. Любят, когда им не надо отвечать за себя. Так что, когда они выносят вещи на публику, говорят, что я сорвался. Надавите на них, прижмите их. Спросите, а что он употреблял? Они скажут таблетки для похудения, потому что больше у них ничего нет. Я вам скажу так. Эти их ложные обвинения очень серьезные, и расплата будет жестокой. Ни разу меня не обвиняли в этом. Ни разу не просили пройти тест на употребление наркотиков. Ни разу я не говорил им, что что-то употребляю, потому что я ничего не употреблял. Так что эти обвинения на 100% ложные. Они используют их, чтобы выдавить меня из моей компании. Ребята, посмотрите на их поступки. Они буквально убрали меня из списка владельцев здания 2 года назад, когда мы купили его. Потому что, буду с вами честен, у меня не лучшая кредитная история. У меня плохая кредитная история, потому что я принял несколько плохих решений, когда был беден. Я не выплатил некоторые долги. А когда я получил кучу денег, я об этом не парился. Типа, почему я должен беспокоиться о кредитной истории? Я пытался расплачиваться, и каждый раз, когда я расплачивался, это вредило моей кредитной истории. Итак, они убрали меня со здания, а потом должны были вернуть, но не думаю, что в итоге сделали это. А потом мы обнаружили, что наши торговые знаки, наш торговый знак BitBoy Crypto, угадайте что? 2 года назад. 2 года назад Ти-Джей зарегистрировал их. И знаете, какое единственное имя стоит на документе, связанном с торговым знаком? Правильно, Ти-Джея. Короче, вы все узнаете. Это будет такая грязь. Это будет как... Ребят, это война. Вы должны понимать, что это война. И перед тем, как станет лучше, будет крайне плохо. Но знаете, если вещи, которые они скажут, будут правдивыми, то я скажу, что это правда. А если они будут лгать, то я отвечу на их ложные обвинения. Они сказали сотрудникам про физическое насилие по отношению к персоналу. Нет, нет, я угрожал избить Ти-Джея, когда узнал, что он пытается отнять у меня все. Вот что произошло. Я угрожал ему, да. Я угрожал, потому что он говорил о том, что заберет всю мою компанию. Вот что он пытается сделать. Старается отобрать у меня всю фирму. И он использовал эту угрозу в своем плане. Это длилось месяцами, месяцами, месяцами. И в это вовлечено много людей. Голова змеи — это Джастин Уильямс. Те, кто поддерживает Вумио, могут забыть об этом. Этот проект закончился сразу после релиза. Никаких сомнений. Эта штука не взлетит. Моей большой ошибкой было сделать его SEO той компании, потому что технически я не могу его уволить. Отличная работа, Джастин. Ты получил все. Хотя, правда, на моей стороне. Это к чему-то ведет, ребята. Я не просто приму это и не стану ничего предпринимать. Вы должны понять, что эти обвинения в срыве, особенно их заявления в соцсетях, это клевета. Это стопроцентная клевета. Пройдет немного времени, и беда бедою отзовется. Я могу подтвердить ложность этих обвинений. Что есть, то есть. Еще одна вещь. Папа Ти-Джея. Сын CFO. Финансовый директор. Его отец — змея. Его отец тоже змея. Они с Ти-Джеем сделали столько всего, что в это невозможно поверить. Они думают, что я не знаю, что они делали. Но я, конечно, знаю. Я знаю. Просто подумайте. Ваш бизнес-партнер пытается украсть у вас вашу же компанию, а его отец — ее финансовый директор. Подумайте о смыслах. Подумайте о конфликте интересов. Когда Ти-Джей нанял его, он же даже не CPA, сертифицированный бухгалтер. У него вообще нет опыта в этой сфере финансов. Он работал с машинами в Wellstar. Этот мужик ничего не знал. Но это был его, Ти-Джея, отец. И я доверился Ти-Джею. Я слишком сильно доверился Ти-Джею. Я позволил ему нанять своего отца. Он сказал, что все будет в порядке. И знаете что?
2 года спустя мы до сих пор не выплатили налоги за 2021 год. Я им все время об этом говорил, потому что они, пытаются, они пытаются разработать какой-то план, чтобы уберечь самих себя. Вот что происходит. Финансовый директор не может заплатить налоги за 2021 год. Невероятно. Подумайте про уровень компетенции моих подчиненных. А когда я им на это указываю, то я злодей и плохой человек. Я злодей, потому что попросил его отца что-то сделать, а он сказал, что не будет этого делать, и я за это его отчитал. Я злодей, хоть это и моя компания. Люди забыли, чья это компания. Они думают, что на них все держится. А это не так. Ребята, посмотрите на Hit Network. Посмотрите на Hit Network. Вот что это. Это Фрэнк. Фрэнк хорошо работает. Молодец, Фрэнк. Я пока не уверен, кому он лоялен, но он мне не писал и не говорил со мной. Так что я уверен, кому. Всего 5 человек из компании говорили со мной. 5. 5 из 40. 5 лояльных мне людей и все. И эти 5 людей останутся работать. Остальным лучше начать собирать вещи. Если кто-то из моих сотрудников слушает и хочет перейти Рубикон и показать, кому он верен, они могут это сделать. Но факты таковы, что канал Фрэнки единственный приносит какой-то доход. Around the Blockchain — это мое ёбаное шоу. Я его создал и вырастил на своем канале. Это единственная причина, по которой оно еще доступно. Это все, что у нас есть. У нас нет другого спонсора для другого канала, только на Hit Network. Я могу вам сказать, что Hit Network мертва. Сеть скоро умрет. Все эти шоу уйдут. 100%. Я не могу. Все эти люди повернулись ко мне спиной, воткнули мне ножи в спину, как Юлию Цезарю в мартовские иды. Это просто отвратительно. И если они думают, что я спокойно это приму, нет уж. Вытаскивайте все скелеты из шкафа. Давайте все вынесем на обозрение. Давайте, я готов. Ну и вот. Вам не нужно беспокоиться по поводу моего срыва, потому что это неправда. Я подам на них в суд за клевету. Это будет настоящей войной. Все, что я могу сказать, пристегните ремни. Не знаю, будет ли это хорошо для цены акций в краткосрочной перспективе, но я верну контроль над всем. А если каким-то образом не сумею, из-за всей лжи, созданной Ти-Джеем, из-за того, что он не включил меня в список собственников здания, из-за того, что не включил меня в список правообладателей торговой марки, неважно, я все равно выиграю. Неважно как, но я выиграю. Если я проиграю в суде и потеряю компанию, то и хорошо. У них ничего не будет, а я начну с нуля. Не беда. Я начну с нуля с большей оглаской, чем раньше. И все увидят, что собой представляет Hit Network. Hit Network — это Ти-Джей. Будем честны, это его сеть, это Ти-Джей. Это было его идеей проводить другие шоу. Я придумывал названия, он придумывал идеи. И все они провалились. Этот человек не принес компании ни цента, и он это знает. И вот поэтому он думал, что его заменят, и он все время защищал себя от замены. И сейчас происходит буквально государственный переворот. Он пытается его совершить. А я скажу: Ти-Джей, да забирай, ради бога, бери себе компанию. Они могут забрать ее себе. Это будет самый жестокий развод, самый брутальный раздел имущества, который вы когда-либо видели в своей жизни. Такие дела. Это все на сегодня, ребята. Я прям воодушевился. Ладно, увидимся. Пока. Ну и можно кое-что добавить. Знаете, даже если Бен отдаст компанию, то он единственная причина. Они подкупают сотрудников. Недавно ко мне подошел один из работников и сказал: «Знаешь, Ти-Джей говорил со мной. Он рассказал мне обо всем, что происходит. Сказал, что ты сидишь на кокаине и дал мне 3,5 эфириума». Да вы издеваетесь, он подкупает сотрудников. Это есть в гребаном блокчейне. Он использует деньги компании для этого, потому что мы не должны иметь собственную крипту. Это было в нашем договоре. То есть он использует мои деньги, чтобы платить сотрудникам и переманивать их на свою сторону. Это выйдет наружу, люди все это увидят. Увидят все закулисные атаки. Кто-то сказал мне, что меня пытались предупредить. Люди говорили мне про Джастина и про Ти-Джея с первого дня, но я лояльный. Я думал, что они мои друзья. Я считал, что они были моими друзьями. Я думал, что могу им доверять.
И я думал, хоть вещи и не шли отлично, я думал, что у меня паранойя. Я считал себя параноиком. Ну, типа, да не может быть. Он убрал меня из списка собственников здания, но он же вернет меня. Я понимаю, почему он это сделал. И бла-бла-бла. И в итоге это длилось бесконечно. Я был лоялен, и, к сожалению, это привело к нынешней ситуации. Ти-Джей думал, что я выдавлю его из компании, и Джастин так думал. Они считали, что их выгонят, и они пытались преподнести интересный взгляд на ситуацию, интересный ракурс. И у них не получилось. Все видели их насквозь. Все видели, что они сделали вчера. Все видели. Это не что-то, что они смогут, ну знаете, держать в неопределенности. Как я уже говорил, они заявляют, что я сорвался, потому что я принимаю таблетки для похудения по рецепту. А если надавить на них, то это все, что они скажут. Они пытаются мне угрожать, пытаются приставить мне пистолет к виску. Но они не знают, кто, блядь, такой Бен Армстронг. Но они узнают. Итак, я читаю комментарии. Они пришли ко мне домой. Я принимаю стероиды, ребята. Шок! Нельзя об этом никому говорить. И, кстати, Ти-Джей и Джастин покупают их у меня. Ти-Джей и Джастин покупают у меня стероиды, просто чтобы вы знали. Я принимаю тестостерон и, может, иногда донабол. Не очень много, я не жру их постоянно. Так, перед тренировкой. Потому что я иду в зал и усердно тренируюсь. И я набирал массу, и все было хорошо. А они пытаются все это перевернуть, как будто это большая проблема. У нас есть парень, который занимается с нами, и даже он мне сказал, ну знаешь, тебе следует... Они все их принимают. Они тоже их принимают. Это же бред какой-то, это безумие. И вот что они сделали. Они прислали Элисон ко мне домой, чтобы она взяла несколько моих стероидных таблеток. Мой Армадекс. Это антиэстрогенный ингибитор. Он делает так, что когда вы принимаете тестостерон, то у вас не вырастают мужские сиськи. Она забрала их, забрала Армадекс. А потом она пришла в офис, они сделали снимки, как будто я принес их в офис. Просто послушайте, насколько ебануто это звучит. Это же безумие. Но так вы поймете весь их план. Вот что они сделали. Пришли ко мне домой. Знаете, мне нужно принимать Армадекс через несколько дней, потому что я принимаю тестостерон, и черт, я сам по себе не прям мужик. Ну да ладно. Суть в том, что мне нужно принять Армадекс. Я иду к столику в ванной, а его там нет. Я такой, что за херня? Я думаю, что домработница украла его, потому что у нас уже пропало несколько футболок. И мы думали, что домработница их украла. И дело в этом. Дальше происходит вот что. Я звоню Элисон. Элисон, что вообще происходит? Элисон, у меня есть столько всего про нее. Но я пока не буду выносить это на поверхность и разрушать ее жизнь. Хотя у меня руки чешутся. В общем, Элисон говорит, насчет домработницы, она говорит, ну да, ты хочешь, чтобы я ее уволила? Я говорю, да, ты должна, она украла у нас только вещей. А дальше вот что происходит. Неделю спустя после увольнения домработницы, вот что происходит. Я возвращаюсь из поездки, и знаете, что лежит в моем шкафчике в ванной? Армадекс и Донабол лежат прямо там на моем столике. Ребята, я этого не пропустил. Забавная история. За день до этого, как я их нашел, Элисон, или за 2 дня до этого, Элисон говорит, «Эй, Бен, мне нужно прийти к тебе домой и что-то сделать». Так вот, в тот день она приходит ко мне домой, и она спросила 2 или 3 раза, а я такой, да, ты можешь, я тоже буду дома. А она, значит, могу. А потом я возвращаюсь домой пару дней спустя, и угадайте, что лежало на столике. Эти люди делают настолько чудовищные вещи, это же безумие. Итак, Элисон точно с ними. Фрэнк. Я не уверен насчет Фрэнка. Он со мной не связывался. Слушайте, если люди со мной не связываются, а они не связываются, то я считаю, что они играют за ту команду. Именно так и происходит. Я считаю, что они находятся в другой команде. Дизи тоже со мной не связывался. Я подозреваю, что Дизи обо всем знал и думал, что он возьмет себе канал. Но я не знаю, я точно не знаю. Насколько я знаю, Ник Димонди входит в группу предателей. Не уверен на 100%, кто еще, кроме 4 или 5 человек. Но, как я уже сказал, если люди не... Со мной связалось 5 сотрудников. 5 сотрудников связались со мной и сказали, что они на моей стороне. Один уже уволился. Одни в такой ситуации. Несколько людей в такой ситуации,
что они не могут уволиться. Да, вот и все. Правда? Дайте мне рассказать еще про одну вещь. Позвольте остановиться еще на одном моменте. Я хочу поговорить о BenCoin. Конечно, это чат о BenCoin. Это вас и волнует. В конце концов, у них нет никаких прав на BenCoin фонд. Если бы мне пришлось начинать все сначала, то я бы начал с BenCoin. Мы сделаем BenCoin каналом. BenCoin будет моим каналом. Кстати, не знаю, в курсе ли вы, но руководство продало их огромное количество на этой неделе. Они распродают его в больших количествах. Если кто-то видел огромное снижение стоимости кошельков, то это были Ти-Джей и его отец. Просто чтобы вы знали, я не в курсе, сколько они всего распродали. Но некоторые люди говорят, что они продавали средства из пула ликвидности. У них нет на это прав. У них абсолютно точно нет на это никаких прав. Это не указано ни в одном соглашении. Поэтому, когда они принимают решения, они действуют самостоятельно. Они воруют у меня. Они украли у меня весь пул ликвидности, украли весь BenCoin. Они удерживают его у себя, они продают его. Вот-вот об этом я вам и говорю, друзья. Им лучше... Им следует действовать осторожно, пока они распродают BenCoin, или если они это уже сделали. Я надеюсь, что это закончится. Это случилось не вчера. Это случилось всего 2 дня назад. Да. В конце концов, если мы упадем, если мы еще ниже упадем, плевать, ребята. Это труд всей моей жизни. Вот что я сделаю. Я стану более свободным и способным делать это, чем когда-либо прежде. И как я и сказал, мы превратим это в канал. Это будет канал про BenCoin. Мой твиттер станет твиттером про BenCoin. Если, конечно, я не смогу вернуть все себе. Но все равно в итоге я сосредоточусь на этом. Это никогда не менялось. И много чего из этого я вам скажу так. Корни растут из обид насчет BenCoin. Они не любят эту монету. Они не любят BenCoin, потому что у Джастина Уильямса была схема накачки и сброса, которую он организовал и привлек много людей как раз тогда, когда я запустил BenCoin. Он наткнулся на нее и все такое. Он был очень зол из-за этого с тех пор, как мы запустили BenCoin. Мы сильно поссорились из-за этого, потому что он сказал, знаете, он сказал, ребят, я вам точно скажу, что произошло. Бамби был монетой, которая должна была подорожать на короткое время. Он сказал мне, он сказал, что знает создателей, людей, стоящих за Бамби. Он знает, что она 100% вырастет, и если мы будем ее поддерживать, то проделаем хорошую работу. И дело в том, что я сделал пару вещей с ней, потому что я думал, что она вырастет. Я сделал это не для того, чтобы заставить ее расти. Я сделал это потому, что мне сказали, что эта монета будет победителем на рынке. А я хотел, чтобы мои люди победили. Вот почему я хотел рассказать про нее в рассылке. Я хотел, чтобы люди победили. Вот чего я хотел. Вот что произошло. BenCoin запускается в то же время. А потом Джастин злится на меня из-за этого. Он говорит, о, ты собираешься накачивать эту монету? Я говорю, нет, я не собираюсь накачивать эту монету. Я не накачиваю монеты. Я этим не занимаюсь. Я сказал, ты заявил, что она вырастет. И я хочу, чтобы мои люди стали богаче. Но, похоже, ему было на это плевать. Он был очень зол из-за этого. Если вернуться в 2020 год и посмотреть на каждую монету, которую я рассматривал, и которая оказалась мошеннической, которая оказалась обманом, то угадайте, кто убеждал меня говорить о них? Кто за этим стоял? Нет, я думал, что она хорошая, что вот это хорошая. Джастин Уильямс. Это Джастин Уильямс. Он стоит за столькими вещами, которых вы, ребята, не знаете. Столько вреда нанесено моей репутации из-за Джастина Уильямса. И именно поэтому у них есть мотивация преследовать меня сейчас. Поймите, BenCoin находится в центре внимания. Они также недовольны тем, что я, возможно, перееду в Дубай. Им это не нравится. Вероятно, поэтому их действия были рассчитаны по времени. Но да, им не нравится, что я переезжаю в Дубай. Им это не нравится, потому что они теряют контроль. Еще раз, они чувствуют, что теряют контроль. Вероятно, BenCoin в конце концов окажется в Дубае. Наш бизнес, фонд BenCoin, в конце концов окажется в Дубае. Это то направление, которому мы будем следовать. Я думаю, знаете что? Ну, знаете, они могут предъявить ложные обвинения. Я могу предъявить реальные обвинения. Но о чем я в итоге больше всего забочусь? О чем я забочусь больше всего?
Внедрение криптографии – это единственный способ спасти мир. Что такое BNCoin? Это монета для внедрения криптографии. Вот это меня и беспокоит. Единственное, что для меня важно, это то, что мы увидим внедрение криптографии и скоро будем жить в другом мире, где есть конфиденциальность и контроль. BNCoin – это путь к достижению этой цели. Работа над контрактом V2 все еще продолжается, и мы продолжим двигаться вперед. Как сказал Касси, эти события никак не влияют на дорожную карту. И я думаю, что это будет нечто мощное. Когда эта монета вернется, когда она вернется, а она обязательно вернется, даже не думайте иначе. Когда она вернется, они посмотрят на нее и испытают благоговейный трепет перед тем, что мы сделали. И я очень взволнован из-за этого. Все, я заканчиваю, ребята. Я благодарен вам всем. Все, конец. Ну и вот. Расскажите, что вы думаете об этом в комментариях. Расскажите, что вы думаете о дальнейшем развитии событий. Поддержите это видео лайком. Посмотрите вот это видео или вот это видео. Увидимся в следующем ролике. Вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Криптору на русский язык. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые, интересные выпуски. Также смотрите оригинал видео на канале автора по ссылке в описании. Пока-пока.